Я понял, что вот эта ностальгия. Твою мать. Вот мое детство было пиздато. Шо? Мы ностальгируем по своему углу зрения на мир. Да. Я был дебилом. Серега согласен. Женщины ходят в штанах. Раньше было лучше. Думать, что ты испытывал оргазм, а потом испытать оргазм. Все, я думал, приличный будет подкаст. Тест. Это дедов стол. Бонжорно, с вами приличный Виктор, а сегодня и еще один Виктор. Сейчас вы увидите разговор о ностальгии, который состоялся в январе с Витьком. Еще если это выступление как-то имманентно войдет, то можно типа 110 тысяч подписчиков озвучить, ну типа, чтобы люди знали, что я не хуй собачий. Знакомьтесь, это Витя, москвич Йоу. Витя, у которого канал The Makers. Макерс. Makers? Да. Сорян. И она, в целом, ее направленность это ретро-техника, или я ошибаюсь, и просто мне была интересна конкретно эта направленность? Это старая техника, рассмотренная через призму того, какая она была классная в то время, когда она вышла. Мгм. Примерно так. То есть это напрямую связано с темой ностальгии, в общем-то. Больше всего меня интересует вопрос, почему у людей возникает ностальгия? То есть есть ответ энциклопедический, Мгм. ну, в каких состояниях, почему она возникает, но непосредственно разобраться на своем опыте, почему она у кого-то сильнее, у кого-то слабее. И вот основной вопрос, зачем, то есть какие плюшки из нее можно вынести не в плане создания контента или еще чего-то, то есть В плане психического состояния, например. например, либо, ну, то есть, какие вообще есть пути использования, там, ты сказал про дизайн, например, можно вдохновляться этой историей, или там, Мгм. не знаю, Мгм. есть такая история, ученые говорят, что память человека устроена так, что в целом он запоминает, ну, в большей части своей позитивные моменты Счастливые, из прошлого, да. И только человек, находящийся в депрессии, запоминает и положительные, и негативные Да? моменты из прошлого, да. Но это я вычитал из Википедии, кажется, либо из какого-то видоса или статьи, пока готовился. Дедов стол. Знаешь, ностальгия для меня это всегда индикатор того, что у меня что-то все плохо. Дело в том, что это действительно всегда положительные эмоции. И, кстати, самое удивительное было для меня то, что ностальгия, это первое слово, это тоска. Ну, это классическое Википедия. определение, Но да. я не согласен с этим, потому что не всегда это тоска. Когда я перерабатываю и не отдыхаю, совершенно сижу дома, да, в комнате, я понимаю, что и открываю ленту в айфоне фоток, начинаю старые фотки смотреть, такой, блин, как классно было. Я понимаю, что-то у меня не так со мной, Мгм. мне нужно пойти развеяться куда-нибудь, потому что постепенно начинаешь себя закапывать в яму, в эту ностальгическую, и ностальгировать приятно время от времени, но когда ты ностальгируешь каждый день, и открываешь там старые фотоальбомы или вспоминаешь, как ты, будучи там каким-то там, не знаю, школьником или студентом, сидел там за забором, там калиткой пил водку, и тебе было хорошо, потому что у тебя не было багажа из личного опыта, то это может вогнать как раз-таки в очень гнусное состояние, что сейчас у тебя все плохо, а тогда было хорошо. Мне кажется, здесь еще важна сознательность. У меня в одном Мгм. из видосов была история о том, что однажды у меня сзади появится постоянная надпись «сознательность» как основная ценность. То есть, ну, я говорю про свой опыт и не говорю, что это уникальный какой-то опыт. Я помню и хорошее, и плохое из прошлого. Возможно, у меня депрессия. Ну, вообще есть все признаки этого. Но, скажем, вспоминая что-то из прошлого, у меня нет желания оказаться там и жить там. То есть и Мгм. даже фантазируя условно, вот у меня правда есть такая фантазия, чтобы люди научились считывать воспоминания из прошлого и отправлять тебя, ну, в виртуальный, получается, туризм. Вот конкретно в тот день или еще что-то, то есть чтобы ты попадал в свои Мгм. воспоминания и как-то проживал. И при этом я понимаю, что я бы хотел оказаться не в объективную реальность этого прошлого, а в мою субъективную, как я ребенком воспринимал. То есть там, ну, если приносить термины съемки, там и цветокор был бы другой. Да, чувак, как раз таки я заметил одну вещь, я еще у Пелевина ее вычитал, она меня зацепила. Мы ностальгируем по своему углу зрения на мир. Да, да, конечно. Это самое главное. Событие, компания, нет. Мы ностальгируем по своему углу Мгм. зрения. Сейчас мы не можем посмотреть на ту ситуацию так, как мы смотрели на нее тогда. Блин, ты сказал про угол зрения и про то, что мы вспоминаем и хотим, ну, как бы посмотреть мир таким, каким мы были. Мгм.
опять же, я не знаю, я не выпячиваю как-то себя, но я помню, что я был дебилом. Ну, типа, мне правда... Я понимаю, что это стадии взросления, формирования личности, но я не хотел бы быть сейчас ни одним из своих прошлых воплощений в этом всем. То есть мне... Я не знаю, как описать это чувство. Это тоже может прозвучать достаточно претенциозно, но ностальгию, каждый может думать, что он испытывал уже ностальгию. Но когда ты испытываешь настоящую ностальгию, это, блин, дамы, простите, если какое-то это опошление всего, но это как думать, что ты испытывал оргазм, а потом испытать оргазм. Вот такое. Отличное сравнение от Витька, да. То есть я помню, как я впервые испытал вот этот наплыв просто ностальгии. Я приехал в свой родной город спустя 5 лет, наверное. Не в смысле спустя 5 лет после уезда, не побывав там, не будучи там 5 лет. Я пришел на центральный рынок. В маленьких городах всегда есть центральный рынок, и это центр жизни, там продают все. В частности, в детстве мы там, когда приходили с мамой, мама покупала мне там какие-то маленькие наборы Лего или Лего-сундучок, который из Киндер, господи, Milky Way и маленький наборчик Лего. Мандарин возьму? Если он жив, возьми, да. Окей, это будет прикольно в кадре выглядеть. Фишки различные, наклейки покемонов и Mortal Kombat для альбомов. Ставь лайк, если застал их. Это были такие палатки, да? Да, там куча палаток. И вот я зашел, я помню, что я зашел, и, это не описать, то есть там и мурашки, и холодок, и, одним словом, ахуй. Я не знаю, как объяснить это чувство без мата, то есть ты просто стоишь и охуеваешь, у тебя оцепенение, у тебя ебется восприятие мира, потому что ты резко попадаешь в то место, ты чувствуешь как будто те же запахи, там та же картинка. Единственное, ты смотришь, да, с другой высоты, получается, раньше сколько там дети высотой, метр, полтора. И, вот в тот момент я понял, что вот это ностальгия. Наплыв. А телевизор, ты видел свой старый телевизор или у тебя его больше нет? Может быть, он бы вызвал такую Его ностальгию? больше нет. Конечно, квартира матушки это что-то с чем-то. То есть спать на кровати, на которой ты спал ребенком в своей комнате. Я когда приехал, первый год, мне кажется, моей учебы в универе, спасибо большое. Первый год учебы в универе, я приезжаю впервые в Нижневартовск. Во-первых, у меня шатался стул компьютерный. Я думаю, надо его подкрутить. Я его переворачиваю и нахожу с одной стороны просто кладбище козявок. Простите меня. Я понял, что я все эти годы я играл в Героев третьих или в Диабола, и что-нибудь происходило, и мне нет времени объяснять, типа оп, и тут я все это обнаружил, такой, ёб твою мать, Витя, Ностальгию словил? Ностальгия, о, мои козявочки. А потом случился, это кринж, это стыд, я не знаю, но я хотел умереть. Моя мама решила убраться в моей комнате, потому что я никогда не был любителем убираться, и она разобрала все мои диски. Компьютерные диски это то, что было до наступления вашей эпохи цифровой. Я помню, так, Витя, компьютерные диски были в моем детстве, как и кассеты. А флоппи? Вот это уже прошлое. А у меня были флоппи с играми. Ладно. И мама разобрала все диски. А я понимаю, что у меня на дисках были не только игры. И я начинаю перебирать эти диски, смотреть, что там. Сантехники, красавицы, что-нибудь такое. А мама решила подписать все диски без упаковок. И я просто беру один диск, и на нем написано маминым почерком аккуратно «Бледовое побоище». Там чуть ли не день студента, я думаю, все помнят это. Hey boys, hey girls. Ты понимаешь? Типа, ты сидишь, ты понимаешь, что в прошлом произошла ситуация, когда мама сидит такая, как этот пес, знаешь, за компом, который такой...
Мама вставляет диск, и там начинается кинокомпания. Я не знаю, какая там кинокомпания. И там все эти лица вот этих порноактеров из 90-х, когда... И мама... Она же посмотрела до названия, получается, она дождалась, что, ну, не дело просто порно подписывать. Она настоящая назвала. Я думал, это фантазия твоей мамы. Нет, мама такая, я бы назвала это произведение бледовое. Там действие просто, там типа ледовое побоище, там было некоторые элементы реконструкции. Может быть, мама подумала, что я увлекался историей, не знаю. Я спрашивать не стал, я эти диски забрал и потом на улице сломал и выкинул. Да ладно, пересмотрел. Я их пересмотрел. Как говорится, было сложно, но я подрочил. Бля, я думал, приличный будет подкаст. Неприличный подкаст. Неприличный подкаст, да, на неприличной кухне. Ладно. Дедов стол. Изначально понятие ностальгии отталкивалось от тоски по дому. Я сейчас могу ошибаться, я вот это не стал записывать, а в Википедию лезть неохота. Это была болезнь, то есть в конце 17 века один чел, назовем его так. Он назвал это явление болезнью и психическим заболеванием. Да, связанное с тоской по дому. Собственно, потом они поняли, что нет, это не болезнь, и просто... момент ностальгии, он может сопровождаться аритмией, там, я не знаю, увеличением давления и тому подобного, но это никак не болезнь, за которой нужно отправлять солдат обратно. И ну вот второй момент, про который я сказал, что ностальгия, она удивительна, то есть она работает для одного типа невротиков. Есть такая психологическая защита. Психологическая защита — это когда твое сознание сталкивается с каким-то явлением, которое ты не его хочешь может травмировать. Да. И, собственно, оно пытается его закрыть. И вот ностальгия, она работает как уход от проблемы. Только ты уходишь не физически, не переезжаешь, там, не убегаешь, а ты уходишь туда и как-то начинаешь. Вот тогда было лучше, и начинаешь предаваться вот этим путешествиям в мозгу. Ну, знаешь, если бы сейчас в армии можно было откосить от... по пункту тоска по дому. Я так по дому тоскую. Вы пробовали беляши моей матушки? И все, езжай домой. У него диски классные. Что говорит вообще и YouTube, и различные Википедии? Всегда в контексте ностальгии присутствует такая фраза, как «раньше было лучше». Не знаю, я хотел бы ее оспорить, то есть я люблю ностальгию, но при этом я понимаю, что раньше не было лучше и раньше не было хуже. То есть я из тех людей, которые не говорят, типа, вот мое детство было пиздатое, мы гуляли там без телефонов, все было ништяк. Я понимаю, что время течет, и у каждого времени там свои плюшки. Мне нравится сам процесс воспоминания, мне нравится погружаться в это, то есть исследовать свое прошлое, как будто бы предаваясь ностальгии в ограниченном времени, да, не погружаясь в нее на долгие месяцы, ты вспоминаешь себя и обретаешь какие-то корни. То есть ты просто такой думаешь, блин, классно было. И это дает определенный ресурс для жизни сейчас. Плюс это действительно можно использовать. То есть, принимая тот постулат, что и история циклична, и в целом дизайн цикличен, любые процессы цикличны. Я нашел в интернете удивительное определение. Это, во-первых, есть отдельная ссылка в Википедии «Советская ностальгия», там ностальгия по советской времени. Есть еще... И ОДР, это ностальгия по ГДР. Я тоже видел. Я был удивлен. То есть это не только у нас такая штука срабатывает, а и у людей. То есть когда был другой режим, многие считают, что тогда было лучше. Блин, у меня бы родилась такая странная шуточная мысль про то, что ты говорил, айфоны понравились тем, что там за тебя все решили, не дают выбора. Есть ли связь популярности продукции Apple в России в связи с нашим прошлым, когда все тоже было предопределено? Ну ладно, не будем в политоту идти. Дедов стол. Мне нравится, допустим, одеваться так немного ретро. Немного как аристократ? Я вот не люблю все эти хайповые шмоты и тому подобные, кроссовки и все тому подобное. Это похоже на стадо, не? Вот не из-за этого, то есть, мне при этом нравится, как на других это иногда выглядит. Да.
И часто я слышу, ну не обвинение, а объяснение этого, мол, Витя, ты ретроград, консерватор и тому подобное. Не нужно, говоря о каких-то проявлениях во вкусе, да, моментов из прошлого, убирать сам вкус. То есть у человека мог сформироваться вкус таким образом. Конечно, с учетом того, что он видел в детстве, ну, блин, многие вещи, там, не знаю, в Американские атрибутике... машины в Советском Союзе не видели. Вот, например. То есть это просто вкус. То есть, Да. ребята, вкус это важно. Не нужно вкус спихивать на какие-то, там, не знаю, особенности, вещи, да, да. лобильность или Потому ригидность что, психики. не поверишь, у меня прям про это есть строчки, что для меня вот это старое время, ну, определенный набор стиля, который имеется в виду, когда мы говорим о каком-то десятилетии или там, веке, это просто стиль, который мы покупаем, покупая также и новые модные кроссовки, новую модную машину. Мы просто покупаем стиль. И все, нам это нравится. Может быть, конечно, если ты ездишь на старой тачке, тебе хочется выглядеть и хочется доносить информацию до людей, что тебе нравятся старые вещи. Может быть. Но в общей сложности это просто старые вещи, которые сами по себе красивые и имеют какие-то свои характеристики визуальные, которые тебе могут понравиться. Серега согласен. Да, когнитивное искажение это то, о чем мы говорили, когда твои воспоминания приукрашиваются. Я это опять же, очень важно быть сознательным. То есть сознательность это ключ к тому, чтобы быть объективным. Представляете себе банальные мысли от Виктора. Зачем? Кстати, иногда, извини, что перебил, иногда приятно иметь воспоминания, которые, казалось бы, невзрачные, но благодаря твоему состоянию тогда они приукрашены. Я говорю конкретно уже о моменте вспоминания, потому что если не ловить себя, то есть, ну, это конкретно, наверное, больше к времени относится. Потому что когда ты начинаешь вспоминать, и у тебя все рисуется исключительно в розовых красках, я не знаю, можно на примере каких-нибудь прошлых отношений это взять. Ну, это вот подходит, потому что спустя время ты можешь начать вспоминать и думать, эх, хорошо было, типа, что ж такое. Но нужно еще при этом как-то, ну, я не знаю, заставлять себя вспоминать и негативные моменты, потому что, ну, почему-то же это стало прошлым. Взять ту же технику, она сейчас морально устарела по своим характеристикам. То есть ты можешь сколь угодно говорить, что раньше было лучше, но сядь ты за автомобиль того года выпуска, и он кайфовый, но у тебя нет гидроусилителя руля, например. И ты его должен вертеть. Ну да, к этому можно привыкнуть, но конкретно вот в этом форм-факторе было бы кайфово, если бы в него был интегрирован там гидроусилитель. Да, и печка херовая, она ничего не топит, она шумит. С одной стороны, это тоже стиль в каком-то плане, но если ты эту машину, например, начинаешь использовать ежедневно, ты такой, ну, стиль стилем. Но что-то хочется, чтобы руль нормально рулился и печка грела, и жопа не мерзла. Всегда человек комфорта хочет, всегда. Дедов стол. Розовая ретроспекция – это как раз про когнитивные искажения. А они почему возникают? Потому что люди запоминают только хорошее, а плохое они оттягивают. Несознательные люди. Ребята, будьте сознательными. Ну, слушай, это же дорога в снобизм в какое-то вечное и уныние. Да. Вот соглашусь, я постоянно унываю из-за этого. Блин, честно говоря, не знаю. Для меня это просто какой-то моральный ориентир быть объективным. То есть, ну, как-то всегда брать и плюсы, и минусы. А у тебя не бывает такого, что что-то неприятное мозг надолго блокирует, потом ты вспоминаешь, что твою мать, это было, Чел, господи. Полгода я забыл. Да? Я встречался с дамой, и мы с ней жили в квартире ее отца, который меня бесил, ее бесил, короче, мне кажется, он сам себя бесил. И я спустя, я не знаю, 4 года, 5 лет, я просто резко вспоминаю это и понял, что, ну, этот момент отсутствовал в моей жизни, в моей памяти. А может ли человек быть одновременно и ностальгирующим, и интересующимся будущим? Я будущее не то, что не хочу, я понимаю, что оно настанет, но, скажем, ускорять его я бы не хотел. То есть мне интереснее посмотреть, что было раньше. Ну, это, я не знаю, просто у меня такая позиция, не зная прошлого, ты будущее запоришь. И поэтому, ну, мне как-то интереснее изучать прошлое, чтобы адекватно выстраивать свое настоящее. И из настоящего уже, ну, рождается будущее. Ты сейчас всех историков прям повторил. Надо знать историю прошлого. Конечно, я это правда. Дико салютую за историю. Что скажешь, Витя?
Как нам применять ностальгию? Ради каких благих целей она может служить человеку? Ради воспоминаний? Да. Ради осознания того, что прошлое было, и что он все-таки что-то в этом мире, что он не никто, что прошлое существовало, и что он его помнит, и что было хорошо, то есть жизнь не говно. Вполне себе вариант. Но злоупотреблять, наверное, тоже не нужно, потому что если ты будешь только ностальгировать, а не думать о настоящем, то тебе может показаться в один момент, что твое настоящее — это мрак, и вообще нужно идти с крыши прыгать. Ну, он перестал включаться. Он включился. Вот. Он даже не пишет, что батарейки мало. Просто камера ебанатская. Прикорнул. Ага. Господи, у меня сейчас вызвалась ностальгия временем, когда я снимал на Canon. Вот у нас камера это постоянно вырубается, долбанный 60D. И у меня тоже был Canon, и он тоже вырубался, и постоянно запарывал мне съемки. Это такая ностальгия. Не слушай его, ты прекрасная камера. Да, я бы сказал, что по сути у ностальгии, у ностальгического чувства, на мой взгляд, есть две вариации. Это либо подпитка, будь то подпитка эмоциональная или идейная. Ты можешь вдохновиться чем-то из прошлого, из своих воспоминаний, не знаю, или из воспоминаний других эпох. Либо это может быть наркотик. И наркотик, ну, в том плане, что ты просто с головой окунаешься в ностальгию и все. Там все было прекрасно, сейчас все... Да, господи, ты можешь... в Советском Союзе Да, мороженое было вкуснее! Но Да. человек даже может без уничижения настоящего настолько погружаться в прошлое, что он забывает о настоящем. Ему кажется, что тогда ведь был рай. Мгм. Негативные события мы не запоминаем, и это и есть те самые когнитивные искажения, о которых мы говорили. Мгм. Ключом вот в этой развилке между ностальгией наркотиком и ностальгией подпиткой является сознательность, осознанность. Каждый раз, понимая, что вы погружаетесь в мир воспоминаний, в мир ностальгии, нужно думать, а какие минусы еще присутствовали, потому что наверняка первое, что вам ударит в голову, это исключительно вот эта розовая картинка того, как все было прекрасно. Розовые очки. Да, такое, да, тоже определение, кстати, есть относительно ностальгии. Как да. он называется? Розовая ретроспектива. Да, то есть есть же репродукция, это когда перевоспроизводится один в один. Событие. А ностальгия, как написано в Википедии, это, Что? ну, не репродукция. Ретроспектива. Ретроспектива. И чем репродукция отличается? Тем, что ты создаешь это не по фактам, а по эмоциональным воспоминаниям. Мгм. Дедов стол. Мы говорили про личный опыт и про то, что это возврат в эпоху, когда ты был моложе. Ну, для меня это не почва под ногами, это ощущение, что ты человек, и ты развиваешься, и ты не стоишь на месте. Мгм. Чел, сейчас пришла мысль. Ностальгия. Сейчас я иначе забуду. Смотри, сейчас, ну даже я ностальгирую по временам исключительно детским, ну полномерно. Но, условно, когда мне будет, там, не знаю, 40, Да. я буду ностальгировать по 25 годам, когда я уже вел, там, не знаю, профессиональную деятельность какую-то. У тебя может случиться очень сильный удар по самооценке сейчас, потому что если не врубать сознательность, ты будешь вспоминать такой, каким я был профессионалом, как все складывалось хорошо, как все было так. И вот в этот момент нужно задуматься, блин, чел, не бывает чего-то исключительно белого или черного в этом мире. Все в балансе. Здесь, как бы это ни было странно, нужно начать вспоминать, когда ты ударился вот в такое плохое в эти моменты, то есть что случалось, чтобы немножко, простите, очернить свое прошлое в своем восприятии и таким образом обелить свое настоящее, то есть показать, что жизнь — это процесс, жизнь — это не достижение какого-то пика в какой-то момент, на котором ты такой, оп, посидел немного и дальше в пизду скатился. Нет. В конце концов, тебя могут триггерить вещи. То есть, это неконтролируемый такой процесс погружения в память. Ты идешь по улице, и вдруг... Я вчера нашел игрушку из киндер-сюрприза, там дракончики, да, были. Я просто резко все это вспомнил, и то есть, ностальгия... Знаешь, как этот момент ощущается? Это удар прям в голову, прям внезапно... Да. Или постепенно накатывает такой... Не-не-не, ты просто это видишь, и у тебя как... Флэшбэк?
У тебя в голове как будто резкая смена картинок, Флэшбэк. какие-то, Флэшбэки. да, то есть какие-то сцены, это не обязательно одна, то есть ты такой ву-бу-бу, плюс идет ассоциативный ряд, там, эти дракончики, там, не знаю, какая-то сестра твоя, там, зал, какой-то трюмо, и все это настраивается, и ты такой, воу. И дальше можно пойти, то есть, ну, и, конечно, можно в это погрузиться, и все, потом начать гуглить, живот урчит. Можно начать гуглить, где купить всех дракончиков, или типа начать звонить маме. Мама, сюрприза. да, типа, где дракончики, мать твою, мою бабушку. Нет, ну, типа, ты просто окунулся и все. То есть, ну, вещевая ностальгия, либо ностальгия, которая триггернута, собственно, какой-то вещью, это наша реальность. А мы не Серегу не слушали, кстати. Серег, что ты думаешь? Это оператор наш. По Шикарный. поводу того, зачем ностальгия? Ну, для меня здесь совокупность нескольких факторов, про которые говорили. Во-первых, мне тоже нравится дизайн старых вещей. Я люблю винтажные гитары, проигрыватели, кассетные плееры и прочие штуки. И сами кассеты. Во-вторых, это просто приятная привязка к этим вещам. То есть ты, когда в это окунаешься, тебе становится приятно. Ну, собственно, какую аналогию вы провели с наркотиками, в принципе, можно так сказать. Спасибо за строчку про наркотики. Теперь YouTube нас точно не порекомендует. Да ладно тебе. А как тебе вообще нынешнее время? Последний вопрос. Да, мне все нравится. Тебе как нынешнее А тебе, время? кстати, вот не страшно, куда время идет? Страшно. А может быть... Страшно, А очень может страшно. быть, этот страх как-то и залуплен? Этот страх и нависает над чувством ностальгии. Что, может быть, Типа это такая человек психологическая испытывает- защита от нового времени, что новое время человек не понимает. И ностальгия — это способ ментально вернуться тогда, когда тебе было комфортно, а тогда, в каких условиях тебе было хорошо. Ну, никто не отменял дауншифтинг, но по поводу этого я согласен с тобой, на самом деле, то есть, ну, я думаю, это уже постулат, что сейчас течение времени в плане парадигм общества, оно ускоряется, то есть его шаг, да, становится мельче. И, ну, человек просто не успевает. То есть раньше ты родился, изобрели паровоз, как бы ты умер, паровоз тот же и остался. Сейчас там, я не знаю, я родился, что телефонов не было. Ну, не было телефонов. Серьезно? То есть ты рассказывал, Даже что... домашних? Не, домашние были, ладно уж тебе, ну знаешь, что на ты. домашние до 90-х стояли в очереди люди. Не, у Просто нас, не факт, я не что знаю, у тебя может был. быть это зажиточность, но у нас был домашний телефон, вот этот вот. Ты говорил о том, что у вас в классе там у кого-то был iPhone. У нас в классе считалось офигенной успешностью, когда... Иметь джинсы и жвачку. Нет, когда у человека в целом был телефон. То есть, ну, не было телефона, и там кто-то приходит, у меня телефон, и все такие, ебать. И все гопники выстраивались в очередь, кто его первый присанет. Добрый день. Добрый день, позвольте вас обчистить. Дедов стол. А давай вот прям конкретно поговорим, что тебе страшно вот в современном мире, от чего ты хотел бы вернуться назад? Это не страх, это даже не опасение. Мне не нравится в том, куда мы движемся, эстетика этого всего. То есть я не могу даже назвать какую-то конкретную эпоху из прошлого, эстетика чего мне нравится. Просто к чему я пришел. У меня в планах я не хотел бы всю свою жизнь жить в городе. То есть я бы хотел жить где-то за городом, на природе, в своем доме. В идеале это собраться с друзьями и организовать, ну я не знаю, как это называется, коммуна. То есть, ну, Тикток-хаус. Да, блядь, тикток-хаус, ребята. Построить дома поблизости, и я бы хотел, как бы вот в этой реальности создавать такой микс из тех атрибутов эпох, которые мне там, не знаю, и моей семье будут нравиться. Это не значит, что мы там будем при свечах ходить в туалет на улице. Ну, то есть все будет то же самое, просто... А будет такой холодный туалет, когда там дырка есть деревянная? Обязательно. Так, мы немного удалились от этого страха будущего, но я бы сказал, что это не ностальгия, которая опьяняет, это эстетизация прошлого.
Мне кажется, это все-таки разные вещи. Да, да. В эстетике нет ничего плохого. Когда ты берешь что для эстетики, окей. Когда у тебя фантомная ностальгия по времени, которое ты не жил, мы это как не обсудили. Давай А на на каком примере примере? дореволюционной, например, России. А мы Я- вообще что-нибудь знаем про дореволюционную Россию? Чел, у меня была жесткая ностальгия по дореволюционной России до 2 курса. Я недавно еще нашел свои тетради со стихами. У меня были целые стихотворения о том, что Посвященные тому времени. типа сейчас мир говно пол. Вот тогда я был именно в той ностальгии, которая отрицает настоящее. Я не воспроизведу сейчас строчки, но там было о том, что типа женщины ходят в штанах. Что это за говно, типа, верните мне Россию с царем. Хватит это терпеть. да? Чел, прикинь, то есть мне 17 лет, я пиздюк, пишу такое, я ностальгировал, я смотрел фильмы, я читал различную поэзию, литературу, я представлял свою жену, да, что она вот будет такая в платьях, вся такая ходить, в гостях у Виктора. У меня глупый вопрос, повлияло ли это на твои вкусы в порнографии? А есть же первое порно, которое сняли в начале 20 века. Причем фильм не мой. Прикинь, не мой фильм, а там снизу те же самые клишейные фразочки из порнухи, типа закончили смех. А это не является ли простым романтизацией эпохи? Смотрите, у нас появляется уже... Нет. Ностальгизация? Есть ностальгия, есть эстетизация и есть романтизация. Различные ли это вещи? Наверное, эстетизация, она Да. относится больше к внешнему, а романтизация это Да. в общем. Романтизация, возможно, тогда ее... Можно сказать, что романтизация является крайней степенью ностальгии. Доктор, у меня крайняя степень ностальгии. Я романтизирую Николая II. Хочу быть опричником! Вот эта воля была, сейчас Срочно делайте мемы с Витей. Хочу быть опричником. Я понял, чем нужно закончить. 3 вопроса у меня записано. Почему возникает ностальгия? Зачем ностальгия? И чем она может быть полезна? А вы высказываете свое мнение, потому что современный блог – это максимальная работа с аудиторией. Ваше мнение не менее ценно, чем наше. Ждем вас в комментах. Не думаю, что про мой блог можно сказать, что он современный. Я тут в лаптях сижу. Ребятки, ставьте лайк, пишите коммент, подписывайтесь на канал и мой, и другого Витька. Там интересно. Спасибо, Витя. Красиво бы звучало «Спасибо, Витя» тоже. Спасибо, Витя. Спасибо, Витя. Оставайтесь хорошими людьми, не курите спайс. Покеда. Убери от нее свои губы. Привет, приличные. Прикольные Смотреть, мысли какой у меня дизайн. бывают. Прикольные мысли бывают. Бывают. С наркоты слазь. Это видео-подкаст. А вот бонжорно вообще нормально говорить или это какая-то хуйня? Салам. Гамарджоба. Дедов стол. Ты можешь из старого разговора, и мы что-то забыли, если он будет сырой, вставить, типа, под конец видео, и потом черно-белая картинка, типа, не вошедшая. А я так обязательно сделаю, я же ретроград.